В небольшом городе, где старые каменные дома тесно стояли друг к другу, была уютное кафе на углу улицы. Здесь работала молодая официантка по имени Ирина. Она была не только доброй, но и чуткой, всегда старалась помочь людям. Однажды, поздним осенним вечером, когда прохожие поспешно исчезали в своих домах, в кафе зашли два незнакомца. Старый бродяга с иссохшим лицом и маленький мальчик, одетый в потрепанные, слишком большие для него одежки. Ирина заметила их сразу. Мужчина выглядел уставшим и голодным, а ребенок испуганным, но пытался держаться на высоте, как взрослый. Без слов они подошли к столику у окна и присели. Ирина не стала спрашивать, кто они, но по ее глазам было видно, что она сочувствует. Она подошла к ним, протянула меню, но, увидев, как бродяга с трудом расплачивается мелочью, улыбнулась и предложила им не меню, а бесплатное блюдо. «Я могу предложить вам суп и хлеб. Это поможет», — сказала она мягким голосом. Мужчина посмотрел на нее с удивлением и благодарностью, а затем тихо поблагодарил. Ребенок же, как только запах супа достиг его носа, в момент забыл про свою грусть и съел свою порцию с такой жадностью, что Ирина не могла не заметить. Она увидела в его глазах ту самую искреннюю благодарность, которую редко можно встретить. Фотограф, который случайно оказался в кафе, сидя у окна с камерой, увидел эту трогательную сцену. Он не мог пройти мимо. Он сделал снимок, который отразил всю теплоту и человечность этого момента. Официантка, наклоняющаяся над столом, с заботой предлагающая еду, и старик с ребенком, ловя их взгляд с нескрываемой признательностью. Когда фотограф загрузил снимок в интернет, это стало настоящим феноменом. Люди, тронутые этим моментом доброты, начали делиться им, и вскоре фотография оказалась везде, на новостных сайтах, в социальных сетях. История о том, как простая официантка показала человечность и сочувствие, всколыхнула сердца многих. Множество людей откликнулись и захотели помочь. Вскоре группа волонтеров организовала сбор средств для старика с ребенком. У кого-то были деньги, кто-то предложил одежду и игрушки для мальчика, а другие предложили помощь в поиске жилья и работы для мужчины. Сбор продолжался несколько недель, и вскоре они собрали достаточную сумму. С помощью добрых людей мужчина с ребенком переехали в небольшой домик, в котором было тепло и уютно. Теперь у них была крыша над головой и чувство безопасности. Старик нашел работу уборщиком в торговом центре, где его уже ждали с уважением. Мальчик, наконец, пошел в школу, где его встретили добрые учителя и другие дети. Их жизнь изменялась. Ирина, как и прежде, продолжала работать в кафе. Она не ожидала такого внимания, но в душе знала, что поступила правильно. С каждым разом, когда она встречала старика и его сына, она ощущала, что мир не так уж и жесток, если люди могут быть друг к другу добрыми. Жизнь этих людей теперь была полна надежды. А старик, проходя мимо кафе и увидев Ирину, всегда говорил: «Вы подарили нам не просто еду, вы подарили нам новый шанс». И это было самым ценным подарком, который они могли получить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.